Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Я думаю, что я вас сегодня удивлю, потому что я придумала, как сделать пиццу без единой булавки. Ничего не надо скалывать. Я уже показывала вам и рассказывала, что у меня очень много разных обрезочков, мелких и крупных. Я их стараюсь как можно чаще использовать. Смотрите, я погладила сначала нижним слоем для пиццы. Я делаю ткань органзу. Хотя обычно это у нас верхний слой, но я делаю сегодня все наоборот. И на вот органзу я выкладываю кусочки ткани, так, как я придумала, как вот мне как захотелось, так и выкладываю. Вы можете по-своему выкладывать, это неважно. Вот, сначала я выкладываю такие более крупные кусочки, а уже потом все это заваливаю мелкими. Я делаю достаточно, не очень прям толстый слой. Бывало, что я делала и потолще. Но достаточно толстый слой получается у меня в результате, потому что я потом все это вот как-то так припорошу еще самыми меленькими обрезочками, которые я никогда не выбрасываю, а сохраняю именно вот для таких вещей, для того, чтобы сделать пиццу. После того, как я выложила все свои маленькие обрезки, можно взять прям большой кусок клеевой ткани. Но я решила, что раз уж у меня кусочки, то я буду использовать кусочки. Разные совершенно, это не имеет никакого значения, какого цвета клеевая. У меня флизелин, там они разные и по плотности даже, обрезки этого флизелина разного качества. Это не важно. Главное, чтобы они перекрывали друг друга, чтобы они вот прилипли и были после проглаживания единым таким полотном. И если вы обратили внимание, я вот флизелин укладываю так, чтобы перекрывал он мой вот этот вот всю мелочевку, эту обрезки, и прилип к органзе, чтобы вот он закрыл край, чтобы у меня ничего не высыпалось. Все, я сделала, у меня ни одной булавки, и при этом все очень хорошо держится. И после этого я иду на машинку и буду стегать. Я буду стегать с помощью лапки для стежки, но вообще не имеет значения, как стегать. Можно вообще просто обычной лапкой, прямыми линиями простегать, либо вот такой же лапкой, но не вот цветочки всякие, завиточки сделать, а просто круги какие-то, спирали навертеть. Это уже как вы сами стегаете, как у вас лучше всего получается, то вы и делаете. В любом случае, как бы не было простегано у вас, это все равно будет выглядеть красиво. Я просто для себя выбрала вот именно такой вариант, потому что она у меня быстрее выходит, и у меня на самом деле быстро получается вот такая стежка. И я заполняю такой стежкой полностью все пространство, то, что мне нужно простегать. Я не буду прям вот долго на стежке останавливаться, потому что это не имеет значения, как вы будете стегать. Самое главное, чтобы в результате это все было простегано, все эти 3 слоя органза, клеевая ткань и вот этот вот, можно сказать, мусор из обрезков ткани. И в результате, вот смотрите, у меня здесь даже еще, по-моему, я не все простегала, я просто перенесла на стол показать, что получается. И при этом у меня ничего не смещается, все на месте остается, булавки не нужны. Вот здесь вот я уже все полотно простегала, и можно дальше делать то, что я планировала. Это тоже будет интересно и необычно. Смотрите, я беру, у меня, если честно, мне тут претензии предъявляли, что вот циркуля нет, там, на самом деле не у каждого в доме есть циркуль. Во-вторых, гораздо удобнее вот именно в этом случае, удобнее просто взять что-то большое, круглое, блюдо или тарелку. Но вот у меня очень большая, таких тарелок я не видела, но у меня очень большой такой круг, это был торт у нас на заказ. Диаметр этого круга у меня 34 сантиметра. И я потом еще по 2,5 сантиметра с каждой стороны добавила, чтобы у меня было в результате вот 39 сантиметров. Но я хотела сказать, если вам удобнее с циркулем, возьмите там газетку, нарисуйте циркулем нужный вам размер круга, да и потом вот по этому кругу приколите его на свою заготовку, обведите и вырезайте. Очень плотная получилась заготовка, ножницы прям с трудом идут. Остался вот такой красивый кусочек, я его, конечно, выбрасывать не буду, куда-нибудь пристрою потом.
У меня таких две заготовки получилось. Они вот немножечко отличаются друг от друга, ну, потому что невозможно найти одинаковых кусочков. Вот у меня же они не в промышленных масштабах. Но, в принципе, вот они сделаны в единой цветовой гамме и в едином стиле простеганы, поэтому вместе будут смотреться очень хорошо. Приделываю ручки. Это у меня будет сумка. Я сделала уже подкладку. Один круг с кармашком на молнии, а второй обычный простой круг. Ну, с простым кругом все просто, а вот тот круг, который с кармашком, мне надо так сложить лицом к лицу с моей заготовкой, чтобы у меня карман этот не оказался, что он там куда-то в бок смотрит, на бекрень, вот, чтобы ручки были вверху, карман тоже все нормально лежал. Поэтому я все аккуратно скалываю. Прошиваю по окружности и обрезаю припуски. Но реально жесткая очень получилась заготовка. Прям вот усилия прикладываю, чтобы обрезать ножницами. Вот через отверстие, которое я оставляла внизу, вот прям напротив ручек, в самом низу, я выворачиваю. Девочки, я все еще сама под впечатлением от своей идеи, как я сделала пиццу без единой булавки. Во-первых, это минус один этап работы, причем достаточно трудоемкий все это сколоть. Во-вторых, если скалывать вот французскими булавками, то они и выпасть могут, и они каляются при стежке. И надо следить за ними, за любыми, и за булавками французскими, и за английскими, чтобы во время стежки не наехать на них. А английские булавки иногда органзу дырявят немножко, вот из-за того, что они натягиваются при стежке. Короче, классная идея. И я очень рада, что придумала. Ну вот, зашила я все. Теперь прострочу по окружности. Вот так вот один круг я уже прострочила. Если честно, прям вот, ну, очень жесткий, но берется. Вот, теперь я совмещаю ручки, чтобы у меня все было ровненько. Сначала ручки. Мне надо дно сделать. Но для того, чтобы дно сделать, мне надо совместить свои круги. Вот прострочила. И разворачиваю все, булавочки снимаю, разглаживаю вот это вот свое дно утюгом. Прям еле-еле идет. Жесткая, реально жесткая получилась такая штука. Вот. Скалываю булавками, чтобы оно держалось в этом положении. И буду строчить для того, чтобы оно все-таки не только на булавках держалось. Построчу и вернусь. Вот смотрите, прострочила. Дальше я отмеряю так, чтобы были одинаковые расстояния. Я буду сшивать боковые швы, но мне надо отступить одинаковое расстояние от ручек с обеих сторон, чтобы оно было одинаковое, и от дна, потому что я еще хочу дно расширить от того, что оно вот сейчас такое твердое, оно же все равно плоское, такое узкое, а я хочу его расширить. Поэтому я отступаю одинаковое расстояние. Если честно, я взяла вот эту линейку, но она не очень удобная. Можно обычной сантиметровой лентой, и я на самом деле потом сантиметровую ленту и использовала для второй части. И прострачиваю вот от своих меток. Где-то 5 сантиметров от дна я отступила и 4 сантиметра от ручек. И у меня вот получается вот такое. Мне надо застрочить вот эти вот уголки своей сумки. Они у меня неровные. Я обрезать их не буду, потому что они так-то уже, видите, все хорошо закрыты. Я просто их застрочила. Вот на этом моменте я сломала иголку, когда застрачивала, потому что уже очень прямо. Здесь я закрепочки сделала, чтобы у меня не рвалась там сумка. Вот, выворачиваем и смотрим, что получилось. Выпрямляем эти все уголочки. И еще бока надо выпрямить, потому что они же у меня там полукруглые, они такие прикольные. Получается форма такая интересная у моей будущей сумочки. Смотрите, какая получается красота. И дно прям вот твердое, хорошее. Она сама по себе плотная, она стоит хорошо, форму держит. Хотя даже там, когда и ничего нет, все равно хорошо очень держит. Расправляю швы все получше. Мне очень нравится. Она прям уже такая получается, прям симпатичная.
И я хочу сказать, если бы я знала, что она такая классная получится, я бы из стропы не делала ручки. Я бы пошла и купила пластиковые какие-нибудь красивые, коричневые или ну, что-то, что по цвету подходит. Я уже вот кнопочку сделала, чтобы она закрывалась. Но можно было бы сделать и клапан какой-то, или на молнии пришить просто вот вручную молнию сверху. И было бы классно. Девочки, просто вообще отпад. Такая получилась необычная и такая нарядная. И вот эти вот в органзе, тут листочки, веточки, вот эти, как они сюда прямо вот хорошо вошли. Я-то обычно выбирала вот прозрачную, без всяких рисунков, а здесь прям вообще классно смотрится. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Если вы смотрите в YouTube, не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые идеи и новые видео. И вам будут приходить уведомления. Если вы еще не подписаны, конечно, подпишитесь. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.